Когда эта женщина пришла на свадьбу, все были шокированы. Но когда она взяла микрофон, все потеряли дар речи. Дженни была бездомной женщиной 40 с лишним лет. Единственное, что она помнит, это то, что очнулась в больнице примерно 5 годами ранее. Она даже не знала своего имени, но люди в больнице называли ее Дженни. В больнице ей сказали, что нашли ее едва живой на обочине дороги. Оказалось, что ее выбросило из машины, которая разбилась и сгорела у подножия обрыва. И все, кто находились в машине, погибли, кроме нее. Врачи знали, что в результате несчастного случая у нее развилась амнезия, но они думали, что это временное явление и скоро память к ней вернется. Врачи не смогли отследить ее семью, так как у нее не было документов, удостоверяющих личность, поэтому, когда Дженни была достаточно здорова, ее отпустили в надежде, что она вернется домой. Но Дженни не пошла домой, так как не знала, где это находится. В первый день она несколько часов просидела на автобусной остановке, не зная, куда идти. Когда подошел последний автобус, она вошла в него и вышла на конечной остановке. Именно там она встретила Рэя, который нашел ее бродящей по улицам. Рэй спросил ее, не нужно ли ей где переночевать. И когда Дженни ответила утвердительно, он отвел ее в приют для бездомных. Дженни была удивлена, увидев несколько палаток в одном месте, и обрадовалась тому, насколько гостеприимными были люди. Ей задавали вопросы, но у нее не было на них ответов. Но это не помешало им предоставить ей место для ночлега. Со временем она привыкла к образу жизни бездомной. Рэй показал ей, как обеспечить себя всем необходимым, и Дженни была довольна тем, как сложилась ее жизнь. Но что-то всегда не давало ей покоя. Ей нужно было узнать, какой была ее жизнь до несчастного случая. Но женщина так и не вспомнила об этом. Дженни запомнилась одна вещь. Это была песня. Она не помнила, где услышала ее, но она всегда приносила ей утешение, когда она пела ее. Она пела эту песню каждый вечер с тех пор, как попала в приют для бездомных, и вскоре ее стали называть Дженни-певица. Однажды Дженни и Рэй искали еду и наткнулись на место, где громко играла музыка. Дженни остановилась послушать и вскоре уже подпевала. Слова песни всплыли у нее в памяти, и она была рада вспомнить что-то из своего прошлого. С тех пор она каждый день ходила в одно и то же место слушать музыку. Она почти не знала текстов, но постепенно выучила несколько песен и начала развлекать ими людей в приюте. Однажды друг предложил ей начать петь, чтобы заработать денег. Дженни согласилась, и именно так она начала брать по $1 за каждый заказ. По какой-то причине она поняла, что умеет играть на гитаре, и скопила денег, чтобы купить ее. Певица Дженни стала довольно популярной. Она всегда сидела на тротуарах с картонкой, на которой было написано «Закажите песню, и я исполню ее за $1». Дженни всегда относила свои заработки в приют, где они распределялись поровну. Казалось, что Дженни была довольна своей новой жизнью, но все еще оставался вопрос о ее прошлом. На другом конце страны пара планировала свою свадьбу. Майкл и Грейс сделали все возможное, чтобы их свадьба прошла идеально. Они откладывали свадебную церемонию на долгие годы, чтобы устроить свою сказочную свадьбу. Но по мере приближения дня свадьбы Майкл стал грустным. Он всегда мечтал, чтобы отец вел его к алтарю, но его не было рядом. Всего за 2 дня до свадьбы пара прилетела в место проведения своей свадьбы, чтобы все подготовить. Но в тот вечер перед свадьбой они получили сообщение от группы, которая должна была играть на их свадьбе, что их рейс задержали и они не успеют. Майкл не мог в это поверить. Его идеальная свадьба была бы испорчена, если бы они не нашли кого-нибудь, кто бы мог спеть. Тогда друзья предложили составить плейлист из песен на свадебную тематику и подключить его к колонкам. Майкл расплакался при мысли об этом, но все равно согласился, поскольку другого выхода не оставалось.
После того, как вопрос с музыкой был решен, жених и его друзья отправились на мальчишник. По дороге они услышали, как бездомная поет для группы людей. Ее голос был таким звучным, что жениху пришла в голову одна мысль. Он подошел к женщине и попросил ее спеть свадебную песню. После того, как он дал бездомный $1, воздух наполнился прекрасным голосом. Майкл спросил Дженни, не хотела бы она спеть на настоящей свадьбе, и бездомная согласилась. На следующий день шофер отправился забирать бездомную с ее обычного места. Дженни пыталась одеться поприличнее, но ее одежда была старой и грязной. Шофер знал, что у нее не будет ничего подходящего, поэтому купил ей костюм. Перед началом свадебного танца жених сообщил своему, что у него есть для него сюрприз. Когда пришло время для их первого танца, он увидел, как на сцену вышла женщина с гитарой. Майкл и некоторые из гостей не были уверены в ее внешности. Но прежде чем Майкл успел расстроиться в очередной раз, женщина открыла рот и начала петь. У нее был потрясающий голос. Майкл был так удивлен и счастлив. Грейс тоже был доволен. Майкл продолжал спрашивать, где Грейс ее нашел. После того, как Дженни спела первую песню, люди потребовали продолжения. Первой песней, которая пришла ей на ум, была песня, которую она помнила из своего прошлого. Это была единственная песня, которую она изначально пела в приюте. Когда она взяла микрофон и начала петь, жених внезапно перестал танцевать. Он внимательно посмотрел на бездомную и спросил: «Мама?» Он спросил это, потому что его мать сочинила эту песню для него. Они часто пели эту песню вместе, когда он был маленьким. Все в свадебном зале были сбиты с толку, но жених подошел ближе, и в его глазах промелькнуло узнавание. Майкл бросился обнимать мать и разрыдался. Его отец и сестра также поднялись на сцену. Дженни была сбита с толку, но когда они обняли ее, она начала вспоминать их лица, особенно лицо своего мужа. Оказалось, что у Дженни была своя довольно успешная музыкальная группа. В тот год, когда она пропала, их пригласили на самое масштабное шоу, которое проходило в другом штате. Дженни и ее коллеги по группе были так рады поехать, но чтобы сократить расходы, решили поехать на машине. По дороге на концерт произошла автомобильная авария, и все подумали, что вся группа погибла. Дженни не могла поверить, что у нее все еще есть семья. Ей потребовалось некоторое время, чтобы полностью восстановить свою память. Но по мере того, как она проводила больше времени со своей семьей, воспоминания стали возвращаться. Дженни также сохранила друзей в приюте. Она часто навещала их, чтобы выразить свою признательность подарками и едой. Дорогие зрители, что вы думаете об истории Дженни? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.